Здесь вода пробивается сквозь скалы и дает жизнь всему вокруг. Это оазис Эйн-Прат в Иудейской пустыне. Может ли быть в пустыне так много воды круглый год? Откуда она берется и куда направляется? Об этом вы узнаете сегодня. Обязательно посмотрите сюжет до конца. Дорогие друзья, вы на канале Израиль с Павлом и Ларисой. Всем огромный привет! А мы вернемся в самое начало, ведь чтобы попасть в ущелье, нужно совершить спуск. Для тех, кто впервые на нашем канале, стоит сказать, что мы с Ларисой много лет проводили экскурсии для туристов и паломников в Святой Земле Израиля. Впервые мы посетили эти места в 2005 году с паломническими группами, которые тоже были тогда для нас первыми. Спуск в ущелье на большом автобусе для некоторых из паломников стал настоящим испытанием. На поворотах автобус с передними колесами практически висел над пропастью. В переднем окне именно так и казалось. Женщины закрывали глаза, молились, а были и такие, кто просто усаживался на пол автобуса, испытывая настоящий страх. Но посетив заповедник и монастырь, все понимали, что испытания спуском того стоили. 20 лет пролетели очень быстро. Уже 10 лет мы живем в поселке прямо над этим заповедником и можем запросто и быстро оказаться в этих живописнейших местах. Вот на этом месте автобусы высаживали своих пассажиров. И дальше недолгий, но увлекательный путь пешком. Поначалу здесь был просто кусочек ровного плата, а теперь организованная парковка. Здесь иудейская пустыня, камень, жара и почти полное отсутствие воды. Но среди этого сурового пейзажа скрыто место, в существование которого сложно поверить. Живые источники, зелень, тень. Эйн-Прат находится к северо-востоку от Иерусалима, на границе цивилизаций и дикой природы. Это часть большого природного каньона Вади-Кельт. Когда-то здесь проходили древние пути, связывавшие Иерусалим с Иорданской долиной. Какие цветочки красивые. Я как раз вам показываю, получается, восточное направление. То есть ручей Ефрат, Малый Ефрат, конечно, Нахаль-Прат, так называемый, упоминаемый в книге пророка Иеремии, тянется с запада на восток. И вот здесь мы даже слышим шум воды. И вот это прекрасное живописное ущелье продолжается 6 километров до парковки Ханьон Ценорот. Это парковка так называемый труп, если на русский перевести. И дальше есть пульсирующий источник, о нем мы уже делали сюжет, называется Эн-Мабуа. Мы в центральной части Иудейской пустыни, между Иерусалимом и Иерихоном. Посмотрите, какие живописные горы с северо-восточной части Иудейской пустыни в окрестностях Иерусалима. Здесь проходит один из самых впечатляющих природных разломов этого региона – Большой каньон Вади-Кельт, протяженностью 45 километров. Заповедник, куда мы идем, это самая доступная, наиболее зеленая и обустроенная часть этого каньона. И с уверенностью можно сказать, что это один из самых красивых и неожиданных уголков Израиля. Есть места, которые нужно просто почувствовать. Эйн-Прат – именно такое место. Это не просто природный объект. Это состояние души при встрече с живыми картинами божественного художника. Посмотрите, какое чудо природы. Смоковница и инжир прямо из скалы. Я наблюдаю
цветение каперсов, ларисов. Посмотри, какие красивые цветочки. Конец апреля, начало мая начинается цветение каперсов в Израиле. Здесь, в Иудейской пустыне, мы наблюдаем, вот расцвели цветки красиво. Знаешь, как на иврите, Ларис, называется каперс? Нет. Цалаф. Цалаф это переводится снайпер буквально. Снайперы называют они вот эти плоды каперсов, собственно, которые засаливают. Вот как оливки употребляют их в пищу. Вот эти вот плоды каперсов, не распустившиеся. Очень вкусные в соленом виде. Оригинальные. Оригинальные. В начале правления британского мандата, решая проблему водоснабжения Иерусалима в 20-х годах прошлого столетия, англичане в виде работы по строительству водопровода насадили здесь эту эвкалиптовую рощу. Практически 100 лет растут здесь эти эвкалипты. Всегда можно ловко использовать переход через ручей Ефрат. Я показываю, как он все время меняет свое русло из-за дождей. Ой, лягушечка, лор. И я беру, использую, естественно, корни, камни. Надо все время проявлять осторожность. И мы попадаем в замечательный парк, который основали, как я вам сказал, британцы. А теперь здесь зона отдыха. Есть столики, можно принести с собой еду, попить что-то, чай, даже кофе приготовить. Но нельзя разводить костры. Категорически запрещено правлением парков разводить костры. Вы только посмотрите, в пересохшем русле ручья растут цветы мака. Вот 2 цветка. И еще дальше небольшой кустарник. Букетик такой нарядненький. Хватает воду, влагу поближе к воде. Целая семья маков. Кустарник. Это удивительно, как природа формирует себя на пересохших участках, которые под палящим зноем восстанавливается. И каждый раз из-за дождей русло меняет немножко свое направление. Вот раньше здесь проходило, теперь левее, правее. Есть множество притоков к самому ручью Прат. Буквально 2 месяца назад вновь открылся знаменитый бассейн Тамар. Его основали еще англичане. Но вот 3 года назад произошло самое настоящее такое приключение, искушение,
когда приток, который с подземной скалы бил, он стал почему-то попадать не в бассейн, обустроенный британцами, а ниже его. Из-за изменения почвы, изменения скальных пород в результате дождей. И получилось так, что бассейн иссох, опустел. И пришлось управлению парков общества и природы прорывать 4 метра здесь специальный проход, чтобы освободить этот приток. И в результате бассейн снова стал наполняться. Но заодно уменьшили его глубину. Если он раньше достигал до 2 метров, то сейчас поставили внутри напольное пространство металлическую конструкцию, которая теперь позволяет и взрослым, и детям безопасно совершать здесь купание. И вот вы видите, это уже, конечно, не 2 метра, где-то 1,50 м, 1,60 м. А раньше мы с Мией купались здесь, было глубоко. Поэтому детям рекомендуют на руки одевать специальные такие надувные спасательные элементы. А вот и та самая Тамар, финиковая пальма, в честь которой и назван бассейн. Смоква или инжир, неоднократно упоминаемые в Библии, удивительное растение. Но вообще-то это растение эгоист. Оно любит, чтобы было побольше воды. И оно выдавливает другие деревья. Просто их выдавливает буквально. Захватывает территорию как можно ближе к воде. Как можно... Корневая система у них очень мощная. И вот видите, рядом приток ручья Ефрат, который образовал британский бассейн. И обязательно смоква окружает это место. Мы их увидим еще впереди. Обязательно досмотрите сюжет до конца. Очень много интересного впереди. Тут мне пришлось несколько минут почувствовать себя опять в роли гида. Рассказать, что Эн-Прат берет начало в районе Иерусалима. Что источник Эн-Прат питается подземными водами, которые проходят через горные породы и выходят наружу прямо здесь, недалеко от монастыря. Шум воды, ветер в скалах, зелень, тут же выжженные солнцем известковые скалы. И главное чудо – вода. Там, где есть вода, кипит жизнь. В этом ручье водится немало рыб. И случилось в этот раз, что одна из рыбок попалась в обувь девочки лет 5. И вопила девчушка на весь заповедник.
Истоки ручья берут начало на высоте 700-770 метров над уровнем моря в Иерусалиме и проходят 45-километровый путь, впадая в реку Иордан на уровне почти минус 400 метров. Сам заповедник находится примерно на высоте 300 метров над уровнем моря. Лариса, как всегда, откопала красивые такие цветы. Да, здесь таких много в живой природе. А вот это самая настоящая мята. Она придает вот этот удивительный запах аромата какого-то райского сада в всем заповеднике. Потому что растет в живой природе. И не только мята, и чебрец растет, базилик. Эйн-Прат – уникальное место. Здесь пересекаются геология и гидрология, библейская история пророка Иеремии и раннее христианство. История этих мест уходит в глубину тысячелетий. По этим ущельям проходили древние торговые, военные и паломнические пути. Эйн-Прат – это не просто источник, а живой свидетель истории Святой Земли. Это здание когда-то принадлежало британцам, но теперь здесь замечательный сувенирный магазин, где можно купить мороженое, напитки. И я когда-то здесь работал в информационном центре, гидом местным, локальным. То есть рассказывал о маршрутах, направлял людей, куда нужно, и собирал определенное время группы и водил их по ручью. Теперь нам предстоит пройти вторую половину пути. Там скалы хранят историю библейского пророка, а пещеры – предания о преподобном Харитоне-исповеднике. Этот каньон действительно поражает своей красотой и разнообразием. Вы согласны? Вот эти замечательные рыбы – самые настоящие обитатели заповедника Эйн-Прат. Посмотрите, сколько их много здесь. Здесь и дамасский усач, и иорданский сомик. А вот эти красивые заросли – самая настоящая мята-лимонница. Она тоже любит питаться водой, ручья Прат, и дает замечательный запах. Все-таки поправлю себя. Это дикая конская мята. Как хорошо так пройти прям по водам ручья Эйн-Прат. И вот такие заводи. А есть и водный маршрут. Меня незримо сопровождает эти рыбки. Они прям любят путешественников. Ой, Лора, я замочил свои шорты. Самое настоящее такое вот прекрасное водное путешествие. Сейчас. Здесь можно увидеть то, что невозможно увидеть в пустыне. Это тень, зелень и даже цветение. Жаль, что мы не успели побывать здесь чуть раньше, когда от живописного весеннего цветения просто не оторвать взгляд. Но сейчас есть на что посмотреть. Заповедник по-своему красив в любое время года. Каньон находится на границе средиземноморского и пустынного климата. И поэтому ему свойственна флора и фауна этих двух пограничных климатических зон.
Хочется подчеркнуть, что у израильтян очень распространено выходить на природу и путешествовать семьями, и даже младенцы этому не помеха, выходные дни по заповедникам, которых в стране очень много. Ларисе почему-то всегда кажется, когда мы проходим мимо этой скалы, что пророк Иеремия спрятал здесь, в этой пещере, свой пояс льняной. Книга пророка Иеремии, Ветхий Завет. Глядя на этот скальный пейзаж, вспомним кратко историю пророка Иеремии, который родился в этих краях. Местные жители не любили и гнали пророка. А кому же хочется слышать нелицеприятную правду о себе? Ведь ведомый Всевышним Иеремия постоянно обличал еврейский народ, нарушающий заповеди Господня. История с льняным поясом, который купил, носил на себе, а потом закопал в одной из скал у реки Ефрат Иеремия, как и велел пророку Бог, это символическое пророческое действие. Оно служит наглядной притчей о взаимоотношении народа и Бога. Когда Иеремия через время вернулся за поясом, то нашел пояс истлевшим и ни к чему не пригодным. Пояс на теле символизирует народ, который Бог привязал к себе, чтобы народ был славой, похвалой и украшением Всевышнему. Пояс истлевший – это народ, погрязший в грехах и идолопоклонстве, потерявший и духовность, и благородство. Через Иеремию Бог обращается к народу: «Не заноситесь, не грешите, и воздайте славу Богу вашему. А если этого не произойдет, то будет плакать душа Господня в тайне из-за гордости народа, и глаза изойдут слезами, потому что взято будет в плен стадо Господня». И что народ? Он во главе со священниками желает пророку смерти. Это лишь один эпизод. События книги пророка Иеремии происходят на фоне войны с царем Вавилона Навуходоносором. Живший в то время пророк Иеремия безжалостно обличал евреев. В его пророчествах Навуходоносор предстает орудием Божьей кары. Служение Иеремии охватывало бурный период конца 7-го, начала 6 веков до нашей эры, который завершился разрушением храма, падением Иерусалима и вавилонским пленением. И согласитесь, слова настоящих пророков обладают силой и до наших дней. Вот так из воды и сразу в скалы мы бродили по заповеднику, не переставая восхищаться. Когда стоишь здесь, прямо посреди оазиса, очень трудно представить, что всего лишь в нескольких метрах находится совершенно засушливая пустынная земля. А ты в воде путешествуешь по прекрасному ручью Энпрат. Какие маршруты замечательные. Вы смотрите, просто прелесть. И можешь пройти по суше, можешь зайти в воду. Вода прохладная круглый год. Это обусловлено тем, что вода выходит из-под земли. Ты пишешь? Вода выходит из-под земли, из аквифера, как бы подземного озера. И там постоянная температура от 19 до 21 градуса по Цельсию. И
Ой, Лариса, я нашел улитку. Смотрите, какая замечательная. Самая настоящая улитка. Сейчас принесу показать ее. Я ее потом отпущу в природу, естественно. Улитка. Прям, видите, живая. Эти улитки очень распространены. Это меланопсис. Они чувствительны к загрязнению. И то, что они здесь, свидетельствует о чистоте воды. Еще мы видели, но не сегодня, речных крабов. И здесь рыбы. Вот такие заводи очень любят посетители, потому что здесь можно прийти с семьей, с детьми и зайти буквально в природные бассейны. Эн-Прат – это больше, чем природа. Это место, где вода сильнее пустыни, где даже в камнях может начаться жизнь. Место, где история находится рядом. Эти розовые цветочки мальва, как декоративные спутники путешественников. Они вот по сторонам троп растут. Посмотрите, какой красивый экземпляр. Просто необыкновенный. И сколько он еще даст цветков. И вот дальше, и дальше, и выше, и выше. Все в мальве. Интересная история Харитона-исповедника, который был схвачен разбойниками и брошен в пещеру. Возможно, вот в такой пещере находились сокровища разбойника, предполагаемого Али-Бабы и его 40 разбойников. Такой миф, он с Ближнего Востока идет. И в этой пещере связанный несчастный монах, который шел по дороге из Иерихона в Иерусалим, провел некоторое время. И произошло действительно ближневосточное чудо. В кувшины с вином заползла змея, попила этого вина, а затем отрыгнула и отравила. И все сокровища пещеры Аладдина достались православному монаху, преподобному Харитону-исповеднику. Почему? Потому что разбойники напились вино Потому... и отравились. Ну, конечно, понятно. Али-Баба решил приложиться к вину. Напился и отравился. Кстати, я сразу захотел вина с сыром. Ладно, сейчас. Ну вы поняли, разбойники напились отравленного вина, и бесславный конец их жизни нам ясен. А Харитон-исповедник на средства от оставшихся ничейных сокровищ построил первый в иудейской пустыне монастырь. Эта тропинка ведет к монастырю преподобного Харитона-исповедника на месте древней фаранской лавры. А возможно, Харитона бросили и вот в эту пещеру, или в пещеру, которая находится непосредственно в монастыре Харитона-исповедника. Теперь там на месте пещеры обустроена церковь. Скалы, скалы и еще раз скалы. А к скале буквально прилепился монастырь.
Ну вот и закончилось наше путешествие. Снимаем последние кадры и возвращаемся обратно. Вы на канале Израиль с Полонного риса. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем большой привет из сердца иудейской пустыни. От нас Ларисы.